Привет всем, с вами Алекс Рай. Хочу сказать, что мне ребята не раз задавали вопрос, почему я ездила в Америку, как мне там, как я этого добилась, как долго я учу английский, как я его хорошо знаю. И вот именно в этом влоге я хочу ответить на все эти вопросы и рассказать, в общем, такую небольшую часть моей жизни, которая тесно связана с английским языком. Шли годы, я росла, и вот когда мне исполнилось 6 лет, и я пошла в первый класс, к нам в дом пришел высокий-высокий человек, которого поначалу очень боялась. И вот именно в тот день мне родители сказали, что теперь это мой учитель английского. Где-то уже в начальной школе или в младших классах, может быть класс 5-6, я заняла первое место в городе по английскому языку и была очень рада своему результату. Лет в 13 меня осенила идея, что все дети уже бывали в лагерях разных, а я думаю, почему нет? И я решила совместить свое знание английского и дальнейшую практику его улучшения и летний отдых. Поэтому я предложила своим родителям отправить меня в Англию. До меня сразу дошло, что если я просто буду ныть, говорить: «Ой, родители, отправьте меня в Англию», у меня ничего не получится. Поэтому я принялась за это дело сама. Я облазила весь интернет, все ссылки, все группы, все паблики, все сайты, и я нашла подходящую для меня школу, которая находилась и по сей день находится на побережье Swanage, называется International College. За целый месяц пребывания там я познакомилась с удивительными людьми, узнала много интересных вещей, с которыми я до сих пор вижусь, когда есть возможность в разных городах нашей шикарной страны и не только. Вот, поэтому я рада этому опыту, но это еще не конец. Когда я уже прилетела обратно в Россию, прошло полгода, я решила, что нужно заниматься следующим лагерем, потому что это не конец. И я решила начинать с выбора страны. Выбор был среди 3 стран: Canada, Switzerland and USA. Я думаю, что здесь выбирать? Конечно же, Штаты. Я выбирала среди разных школ в разных штатах, и это были школы в Калифорнии, Hawaii, Флорида, Нью-Йорк, в разных штатах, и поэтому я остановилась на той школе, которая находилась, и которой я в итоге поехала во Флориде, в Тампа-Бэй, город Санкт-Петербург, потому что она мне больше всех понравилась. Я объясню почему. Школа, которая находилась в Калифорнии, Лос-Анджелес, я мечтала попасть в это место, но ее минус заключался в том, что она находилась недалеко от Голливуда, и это тоже очень классно, но там преподавались такие предметы, как актерское мастерство, игра, драма, культура, в общем, не по моей специальности. И, наконец, я остановилась на своей школе, которая называется ELS Fun and Sun Camp, которая находится на территории института, потому что там был усилен английский, это первый фактор, и второй, то, что каждые выходные в программе было написано, что мы должны были ездить в парк аттракционов, потому что лагерь находился рядом с городом Тампа, где находится один из вообще самых быстрых, самых офигенных парков штатов. Как же он называется? Ладно, не суть. И также наш город находился в 2 часах от Орландо, где находится Universal Orlando, Universal Studio. Да много чего, Диснейленд и все такое. Хочу подробнее рассказать про свой перелет, потому что он был достаточно сложный, и если с вами, ребята, когда-нибудь случится такая фигня, не парьтесь, не переживайте, просто держите себя в руках. Вот. Я одна летела от Болгарии до Москвы, это ладно, пустяк, ничего, там 2,5 часа терпимо. Потом я прилетела в Москву, переехала из одного аэропорта в другой, и уже зарегистрировалась на рейс в Нью-Йорк, уже села в самолет. Летели мы 10 часов, это нормально, потому что я посмотрела много хороших фильмов, вообще любимый теперь есть фильм, благодаря этой поездке, этому полету. И все бы ничего, но со мной рядом сидела такая странная женщина, бабушка такая, ох. И она мне говорит: вот, девочка, ты первый раз летишь, мне надо быть с тобой, в этот терминал тебя проведу, сюда приведу, тебе быстрее не на пересадку. Вот ты, держись рядом. Я думаю, блин, куда я ввязалась? И как только мы приземлились, я просто бегом летела из самолета, лишь бы подальше от этой женщины быть самой первой. Следующий минус, который меня ожидал, это было то, что в это же время прилетел самолет из Ирана. Да, вы уже, наверное, догадались, о чем я, и получается, был очень жесткий паспортный контроль, задавали всякие разные вопросы вот этим людям, они затопорили движение, а у меня тоже через 3 часа вылет, другой штат, через интернациональный перелет, и я думаю, блин, надо быстрее, hurry up.
Как только, слава богу, я прошла этот терминал, я думаю, надо перебираться куда-нибудь, спрашивать людей с информационными стойками, думать, куда двигаться дальше. Я нашла добрую женщину, которая показалась мне ближе всех, и спросила, показала свой билет и спросила, как мне добраться, куда идти, чтобы поехать в Флориду. Она сказала: девочка, это не другой терминал, это другой аэропорт. И я просто взорвалась. Я думаю, как быть, что делать? Ладно, все спокойно, сейчас все будет. Ну вот, я быстренько нашла выход из этой ситуации. Мне сказали, что я могу добраться до другого аэропорта LaGuardia на автобусе, на поезде или на такси. Я думаю, такси будет самым приемлемым способом добраться, потому что поезд дорого, потом самолет может улететь. Автобус я могу долго ждать, он тоже может улететь. Я взяла быстро такси, и через Нью-Йорк за 20 минут меня довезли до LaGuardia Airport. Когда я уже прилетела в Тэмпу, во Флориде, я ждала целый час своих представителей, чтобы они меня забрали на машине, и мы вместе с ними поехали непосредственно в лагерь. Я была первым студентом, поэтому, когда я приехала, все прыгали вокруг меня, завезли меня в Макдональдс по дороге, накупили очень-очень много всяких приколюх, еды, и было первый день одиноко и страшно спать, потому что огромный лагерь, я вообще единственный ребенок с 12 штатами. Ну все, потом уже на следующий день стали приезжать ребята, мы начали все знакомиться, все было очень дружелюбно. Мы написали тесты, сходили на пляж, определились, кто в каких группах. Я попала в Advanced, я очень боялась, что я буду в Advanced, потому что если я не в самой сильной группе, то, блин, было бы обидно, да? Вот. И целую неделю мы так работали, трудились, учились, боулинг, не боулинг, все дела, что мы еще делали. American Games, американские игры, если кому интересно, напишите в комментариях, я отвечу или даже сниму в этом влог. Вот. И на выходных мы поехали в парк аттракционов. Он был офигенен, просто такие горки. У меня есть фотка, может кто-то видел. Горка называется Shaker, 90 градусов, 90 degrees. На нее многие боятся идти, но там всегда самые большие очереди. И мы стояли на часа полтора, чтобы прокататься там несколько секунд, может минутку. И было шикарно, мы так плакали просто буквально, потому что у меня есть фотка, где у меня вот так вот раздувается все лицо, я ору просто дико. Я очень люблю вот такие вещи, меня прям дух захватывает, вот, когда, знаешь, едешь вот так вот, едешь медленно, останавливаешься, зависаешь и резко падаешь вниз. Это incredible. У нас было право делиться на компании, на группы, то есть мы не всем лагерем ходили. И вот этот день в Диснейленде я провела со своим другом, мы ходили вдвоем, и это было офигенно. Просто мы стебались, мы угорали, над всем смеялись, было очень-очень весело. Никогда это не забуду. Мы, то есть, стояли 2,5 часа в очереди на горку водную, ну как сказать водную, частично. Splash Mountain, как-то так. Познакомились с парнями из Нью-Йорка, бейсболистами, они подумали, что мы американцы, потому что мы говорим по-английски, попросили сменить акцент, мы говорим: ой, нет, ну что, он казах, я русская, мы не при делах, парни. Задружились, сразу обменялись скайпами, всякими там инстаграмами, фейсбуками, и было здорово. Ну и так, каждые выходные мы куда-нибудь ездили, там еще остались Universal Studios, Аквапарк, Adventureland, остальные парки. Я про это могу подробнее рассказать, если вас это интересует, просто напишите мне. И везде было очень здорово. Вот единственный факт, что меня поразило в этих Диснейлендах, всяких парках, что если дождь, нет, ладно, дождь, если темные тучи, облака, все закрывается. Перестают работать всякие крутые горки, работают только то, что в помещениях. Всех выгоняют, или все ждут в очереди, пока тучи разойдутся. Просто, если бы это было у нас в России, всем было бы пофиг, если бы там хоть ураган был, наверное, я так думаю. Но в Америке хоть одна капля упала, все, ничего не работает, все останавливается. Вот, настало время уезжать, и мы все очень сильно плакали, все переживали. Даже когда я не уезжала первые 3 недели, когда уезжали мои друзья, мы очень сблизились за эти 3 недели, буквально чуть ли там братаны, вот так вот все. Поэтому все плакали, там девушки, парни расставались, слезы, смерть, жизнь, боль, и вот так вот. Я переживала, потому что, блин, что здесь делать, сейчас приедут эти русские, они такие, блин, они были ужасные. Ладно, не об этом сейчас. То есть мы очень все сблизились за короткое время, очень подружились. Спасибо за это Америке, что она подарила мне новых друзей со всего мира, начиная от казахов, заканчивая
гватемальцами. Латиносы всякие, они шикарные. Еще один, наверное, невероятный факт, что я плакала, и моя учительница плакала, когда мы прощались. Моя учительница, да, Эшли, она научила меня многим интересным вещам. Я целый месяц занималась с ней. Она все время говорила: моя Саша, помоги мне здесь, Саша, помоги мне там. Потому что когда у нас были какие-нибудь фестивали, например, Cultural Festival, когда мы готовились к фестивалю культур, или еще что-нибудь, или там шоу талантов, я всегда помогала всем своим директорам. Там, в Луизиане я помогала таскать бумажки туда-сюда, рисовать постеры. Кто-то просек фишку, что я и мой знакомый Педро, мы хорошо рисуем, и нас заставили рисовать постеры на фестиваль культуры. Это такая ответственность. Я чувствовала, что я кому-то нужна. В мой последний день все очень плакали, но мы, так как я и двое парней из французских Гиан, Френч Гиана, я не знаю, как это по-русски, мы уезжали в 5 утра, нас все провожали, все плакали, все обнимались, мы просто балдели на пляже. Мы не то чтобы там тусили, отжигали жестко, мы по-милому все это делали, покупали пиццу, заказывали мороженое, все это все делали, приносили на пляж вместе с плитками, катались на каблуках, пели песни, играли в гитаре. Я скучаю по этим временам. Было все очень здорово. И вообще, это было, наверное, самое лучшее лето, самый лучший отдых, самый мой лучший опыт в жизни. Вот, как мы летели обратно, это тоже процесс интересный. Меня и этих двух ребят, парней, нас довезли до аэропорта на 4 блока. И потом женщины на паспортном контроле спросили, как я такая маленькая девочка из JFK Airport добралась в LaGuardia. Я сказала, что я просто села на такси. И они говорят: как же это безответственно, как тебя такую маленькую отпустили, что ты делала, как ты не испугалась, аплодисменты. Я говорю: да, ладно, спасибо, отправьте меня обратно. Я уже думаю, блин, походу я остаюсь в Америке. И мне сказали, что я должна лететь из Тампа в Атланта и из Атланта в Нью-Йорк. Но тогда я прилетаю не в LaGuardia Airport, как в прошлый раз, а сразу в JFK. То есть, чтобы прилететь в JFK, мне нужно сделать еще один дополнительный перелет внутри страны. Дальше я прилетела в Москву, начала искать свой чемодан, а он не пришел. Он застрял где-то в Нью-Йорке, и я думаю, блин, вот никогда ничего не бывает гладко. Я думала, искала, наверное, часа полтора, где мой чемоданчик, мой хорошенький, маленький. В итоге пошла заполнять бланк, то, что я его потеряла, и потом, когда я уже была в Болгарии, потому что я на следующий день улетала в Болгарию, он мне, через неделю, или через 2-3 дня пришел. Было самое обидно, ладно, фиг с ними вещами, там было много еды в моем чемодане. Мой скейтборд, там были маршмеллоу, шоколадки были, всякие конфеты, сыпучки, щепучки, ну, в общем, странные, непонятные всем американские конфеты. Потому что я много всего необычного везла для своей семьи. Вот самое главное, вот такой пакет маршмеллоу. И жвачки со вкусом пива, мороженого. Всем спасибо за просмотр, смотрите мои следующие влоги, пишите комментарии, предложения, идеи, вопросы, все, что вас интересует, я буду отвечать. И обещаю в следующем влоге, если вас это заинтересует, пишите мне. Я хочу рассказать, как я поеду в Америку, с чего это все началось, и о том, как лучше забронировать обучение, как вообще съездить, обучаться за рубежом, если это кого-то интересует, таких амбициозных ребят, как я. Ой, учитесь, образовывайтесь, всем спасибо, всем пока!